Okay, so we are going to begin, and today we're going to demonstrate the benefit peel on this client. Итак, мы начинаем нашу демонстрацию и продемонстрируем использование пилинга Benefit на данной клиентке, на данной модели. We chose the benefit peel because of her skin type and her skin concerns. Also, she has not received a peel in quite some time, and she's not followed a thorough prep program. So we are going to use a more superficial exfoliant like the benefit peel. Мы выбрали данный пилинг из-за того типа кожи, который есть у данной пациентки, а также из-за тех проблем, которые мы на ней можем наблюдать. В течение определенного периода времени у нее не проводился никакой пилинг, и так как не было предварительной подготовки, мы будем использовать более поверхностный пилинг. She also does not have on any makeup on her face. Normally, if she had a full face of makeup on, we would do a full cleansing routine with purity solution in order to break down the makeup, and then do a secondary cleanse with purity clean. Также на пациентке, на ее лице сейчас нет никаких косметических средств, то есть нет макияжа. Если бы он был, то мы провели бы полную процедуру очистки и подготовки лица с помощью Purity Solution и Purity Clean. Итак, мы начинаем процедуру очищения с использованием Purity Clean. After doing the initial cleanse, we're going to perform a skin analysis on her face, following the 7 points that are in the workbook. После первоначального очищения кожи мы проведем анализ кожи, следуя 7 принципам, которые указаны у вас в брошюре. There are most of the points in the 7-point skin analysis you can assess as you're doing your first cleansing, such as Fitzpatrick type and also sebaceous activity. И вы можете уже начать проводить анализ всех 7 пунктов анализа кожи уже во время проведения процедуры очищения. Это, например, активность, то есть активное выделение жира, и также можете провести анализ по шкале Фицпатрика. One thing you'll also notice during cleansing is her vascular activity. So while cleansing, if you see a lot of erythema or circulation come to the surface, this is telling you that you have a more hypervascular skin type, meaning that the circulation comes to the surface more readily. И также можно оценить степень васкуляризации кожи, то есть вы можете увидеть, есть ли, например, какая-то эритема, есть ли лопнувшие сосудики, и также можете оценить активность кровообращения в коже. For skin that does produce more oil, you can actually use less water and you can leave purity clean on the skin like a treatment mask, and they allow the alpha hydroxy acids and the tea tree oil to dissolve the oil on the surface. И если у вас пациент с более жирной кожей, то вы можете оставить Purity Clean на лице в качестве очищающей маски более длительное время для того, чтобы лучше подействовали кислоты и масла и было больше очищения кожи. Working now?
I know for a lot of clinics, especially in a medical facility, you would not do a deep cleansing. You would actually utilize some sort of degreasing solution to thoroughly degrease the skin instead of going through a cleansing process. Я знаю, что во многих клиниках не всегда используется процедура глубокого очищения кожи. Очень часто используется также процедура обезжиривания кожи, чтобы вот убрать этот излишний жир, который есть на коже, если это очень жирная кожа. I caution you that while these degreasers are very effective, they are my brain just go blank on that word. It's an English word. They contradict Но здесь я бы хотел вас предупредить. Дело в том, что состав данных обезжиривающих средств противоречит философии и концепции бренда COSMEDIX. Дело в том, что там содержатся такие ингредиенты, которые могут увеличить уровень воспаления в коже. Да, это также они увеличат и глубину проникновения пилинга, но эти ингредиенты не те, которые используем мы, и перед пилингом увеличивать воспаление это тоже не очень хорошая идея. You can adequately prep the skin with a thorough cleansing with Purity Clean, and then we're going Можно to провести адекватное очищение кожи с помощью Purity Clean, и после этого мы марлевыми салфетками очистим кожу от средства. Мы можем наблюдать выработку кожного сала, кожного жира, комбинированный тип кожи. Но единственная зона, где мы не наблюдаем такую выработку кожного сала, это по периметру лица, по внешнему периметру. Также степень васкуляризации нормальная, нету ни гипо, ни гиперявлений. Если у нас имеет место гиперваскуляция, то есть мы видим сосуды близкие к поверхности кожи. This causes a couple different things. First, it means that their sensory receptors are going to be more sensitive, meaning that they are going to Что это значит? Это значит, что рецепторы их кожи более чувствительны к воздействию, и они будут чувствовать все, что происходит на коже, более выраженно. То есть у них будет чувство жжения, покалывания более выражено, чем у других пациентов. It also means that because they get circulation more readily, means that they are going to heal faster after the peel. Но также это будет и говорить о том, что у них заживление кожи будет происходить быстрее из-за более активного кровообращения в коже. If she were hypovascular, meaning that she does not readily bring Если у нас налицо гиповаскуляризация, то есть не близко к поверхности происходят сосудистые явления, it would mean that her sensory receptors would be less sensitive, meaning she would not feel as much of the burning or the tingling. И это также значит, что чувствительные рецепторы, они находятся дальше от поверхности кожи, и такой пациент будет меньше чувствовать покалывание и жжение во время процедуры. И это также значит, что нельзя использовать в качестве критерия эффективности работы пилинга ее ощущение, то есть ощущение от нахождения пилинга на коже. Это не будет соответствовать его эффективности, его воздействию. В таком случае нужно будет самому наблюдать за кожным покровом и за теми местами, где уже активно пошел процесс воздействия пилинга, те места, где у нас появилась эритема. Again, we selected the Benefit Peel because she has not received peels in quite some time, and her skin is not prepped, so we want to use a lighter peel for her. Also, we want to stimulate collagen production in the skin. She is experiencing some aging in the skin, what we would call wrinkles at rest, meaning that there are wrinkles in the skin where they are sitting, whether she's making the facial expression or not.
Как я уже говорил, мы используем данный пилинг, потому что пациентке в течение определенного длительного периода времени не проводились такие процедуры. Также это мы используем на основании того типа кожи и морщин, которые у нас есть. Так как это давно процедуры не используют, мы используем более легкий поверхностный пилинг. Мы видим определенные признаки старения и уже сформировавшиеся морщины по шкале Глогау. I'm now taking a woven gauze that I have saturated with Purity Balance, and I'm going to begin overlapping my strips, working from the jawline up to the hairline on each side of the face. Сейчас мы берем смоченную Purity Clean салфетку марлевую и начинаем снимать продукт с кожи, начиная от челюсти и вверх по линиям. You want to make sure that when you're degreasing the face that you overlap your strips and that you work in a very uniform fashion to make sure that you thoroughly degrease the face in a very even manner. И нужно этими движениями проработать все лицо, чтобы убрать продукт со всего лица, то есть не пропускать никакие участки. И таким образом мы обезжириваем все лицо полностью. If the client was lipid dry or dry skin, you would not need to degrease as thoroughly. Если у клиентки была бы сухая кожа, то так тщательно обезжиривать нам бы не пришлось. You want to also focus on areas where she is producing more oil to make sure that you thoroughly degrease those areas to allow for a better penetration of the peel. Также больше внимания нужно уделить более жирным зонам, чтобы там обеспечить наилучшее проникновение пилинга. Если вы не хотите обрабатывать какие-то определенные зоны, то можно нанести туда в качестве защитного слоя Rescue Plus. Также можно нанести Rescue Plus в зону вокруг губ и также непосредственно под глазами, чтобы защитить эти области от воздействия пилинга. When you first open up the Benefit Peel powder, it's important to mix the powder so that all of the ingredients between the Spanish moss, the salicylic acid, and the ascorbic acid are evenly mixed. И очень важно, когда вы открываете баночку с пудрой Benefit, нужно перемешать ингредиенты внутри упаковки для того, чтобы активные ингредиенты перемешались. То есть у нас здесь испанский мох, ацетилсалициловая кислота. You also want to leave this packet inside of the package. This helps to keep moisture out of the package from clumping the powder. Также вот этот вот пакетик нужно оставлять внутри пудры, потому что он позволяет, он впитывает влагу для того, чтобы пудра не скатывалась. Если вы проводите процедуру исключительно на лице, не на шее, не включая эти зоны, то используем 1 мл пудры. И если используем также на зону шеи и декольте, то мы удваиваем количество используемого продукта. The Benefit Peel activator should always be shaken thoroughly before. Также перед использованием активатор нужно тщательно встряхнуть, и после вскрытия упаковки стабильность формулы сохраняется на протяжении 6 месяцев.
Because of the Дело activity в of том, the retinol что with the там у нас AGP содержится complex, IGP over time, комплекс with и exposure to the ретинол, air, и с течением времени их молекулы, они как бы слипаются, то есть они могут прийти уже в негодность. You're going to mix equal parts of the activator with the powder. Смешиваем равные части активатора и порошка. It should have a liquid consistency, but a lumpy liquid consistency. Консистенция должна быть жидкая, но с комочками. То есть такая густая. You're going to separate the solution on your gloved hands, press to the cheeks, press to the forehead and the chin, and then begin to evenly distribute the peel over the rest of the face. Итак, вы берете на перчатки данную смесь и наносите на зону подбородка, на лоб, на щеки и затем начинаете равномерно распределять по всему лицу. You're going to massage and manipulate the benefit peel over the skin until it has absorbed and the skin texture becomes very sticky and you can no longer move your gloves. Вы продолжаете массировать benefit peeling в кожу лица пациента, клиентки, до того, как он полностью не впитается в него. Вы это почувствуете, у вас на перчатках не останется больше продукта, и также перчатки станут липкие, так же, как и кожа. Focus your massage movements over areas of wrinkling and other areas of concern and also hyperpigmentation. Вам нужно больше внимания при массажных движениях уделять зонах, где есть проблемы, где есть морщины и гиперпигментация. Again, this peel is only beneficial И for опять-таки superficial данный пилинг подходит для поверхностной гиперпигментации. Разницу между разными видами пигментации вы можете узнать, используя лампу Вуда. You can check with your client on level of sensitivity. И также мы просим клиентов оценить уровень своей чувствительности к активности пилинга по шкале от 1 до 5. То есть 1 это или легкое покалывание, или его отсутствие, и 5 очень сильное покалывание и жжение на коже. With this treatment, they will experience very minimal tingling. С данным уходом покалывание оно абсолютно минимально. You will also watch the skin Также for нужно наблюдать areas of за кожей, circulation смотреть, в каких зонах, в каких местах увеличивается, так сказать, активность кровообращения, то есть это те зоны, где будут появляться покраснения. То есть это значит, что там пилинг уже более глубоко подействовал. Если был у нас гиперваскулярный тип кожи, то нам бы мы увидели бы зоны эритема, и также пациент бы сказал, что чувствует сильное покалывание. Но мы сами наблюдаем и принимаем решение убирать с лица пилинг на основании покраснений, которые мы видим, количество таких покрасневших зон. Мы оставляем пилинг до 20 минут на коже. Так как это ретиноловый пилинг, то его можно оставить на коже, чтобы пациент пришел домой и смыл его через 6 часов. До того, как нанести рефлект, то есть средство с фактором защиты 30, мы также используем марлевые салфетки для того, чтобы убрать с лица крупные гранулы. И потом уже наносим на пилинг SPF 30 рефлект. Все наши ретиноловые пилинги эффективно работают вне зависимости от того, наносятся ли они на 20 минут в клинике, в вашем косметологическом кабинете, или пациент с ними уходит домой, и там более длительное время воздействия.
If you remove the peel Если in the вы clinic, it снимаете means с that you лица are пилинг reducing уже the в time кабинете, that the retinol это has значит, to что fully penetrate. количество времени воздействия ретинола оно снижается. И таким образом, если меньше время воздействия, то ретинол менее глубоко проникает, а так как наша модель, она нам сказала, что она будет общаться с маленьким ребенком, поэтому мы предпочтем здесь сразу снять пилинг и отправить ее домой уже с чистым лицом, без ретинола. И всегда используем Benefit Clean при смытии, при снятии пилингов, а не Purity. Benefit clean, not purity clean. Да, benefit, а не purity. So better not to say purity at all. Okay. So that there is no confusion. Я говорю, лучше вообще не упоминать, что не надо использовать, чтобы не путать. Benefit clean и все. Benefit clean and that's all. And why? What? Why we don't use the by only benefit but not purity? After you have applied the peel, you're applying a stronger alpha hydroxy acid. If you were to use Purity Clean to cleanse off the peel, you are only layering an additional alpha hydroxy acid, therefore continuing exfoliation when you actually should be neutralizing it. Дело в том, что Benefit Clean помогает нейтрализовать АХ-кислот, а если мы используем Purity Clean, то мы наоборот добавляем еще этих кислот, которые еще увеличат отшелушивание. Benefit Clean also has ingredients that help to reduce inflammation. So if your client had stimulated a lot of redness in their skin, it would help to calm that down. Также в Benefit Clean содержатся ингредиенты, которые позволяют снизить уровень воспаления, поэтому если много покраснений на коже пациента, то это тоже будет очень хорошо. For Benefit Clean, И по всем нашим поверхностным пилингам, включая и Benefit, наши клиенты могут соблюдать свой привычный режим ухода за кожей сразу же на последующий день после пилинга. И чрезвычайно важно удалить все частицы, оптические частицы эксфолианта с лица, вот эти гранулы. After any of our superficial exfoliators, such as blueberry smoothie, Benefit peel, pomegranate peel, you can apply your treatment serums and appropriate moisturizer and sun protection in the same session after you remove the peel. И по всем нашим подобным пилингам, по Benefit, по Pomegranate и по Blueberry Smoothie вы можете сразу же непосредственно после процедуры использовать и сыворотки, и увлажнитель, и соответствующую защиту от кожи, от солнца. This, of course, is only if you're removing it in the clinic, not if you're sending them home. Но это, конечно же, только в случае, если вы удаляете пилинг у вас в кабинете, в клинике, если вы с ним не отправляете домой. Конечно же, так как у нас сегодня здесь демонстрация, то у нас процесс прошел намного быстрее, а так, пожалуйста, оставляйте на необходимые 20 минут пилинг на лице. И при применении всех наших поверхностных пилингов, таких как Blueberry Smoothie, Pomegranate и Benefit, клиент может использовать собственную систему отшелушивания через 7 дней после процедуры, уже дома.
For her today, I'm applying Мы Mystic в for качестве moisturizer увлажняющего and средства будем peptide использовать defense on мистик, top of и в качестве защиты от солнца средство, богатое пептидами. Okay, this completes the treatment. Все, мы с вами закончили. Спасибо.